Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – жесткие переговоры. Что мы понимаем под жесткими переговорами? Под жесткими переговорами предполагаются переговоры в ситуации конфликта. Ключевая суть заключается в том, чтобы начать вести какие-то переговоры, неплохо было бы научиться понимать себя, понимать причины конфликта и способы их урегулирования. Проблема заключается в том, что не всегда удается вести переговоры конструктивно. Иногда мы хотим от человека не то, что он хочет. Иногда человек хочет что-то такое, чего мы не хотим. В итоге возникает конфликт. Что такое конфликт? Конфликт – это несходство интересов. Дело в том, что переговоры – это когда одна часть наших интересов с интересами партнера одинакова, а другая часть различна. Собственно говоря, различие интересов и вызывает столкновение. Почему слово «конфликт» у многих вызывает негатив? Одна из основных причин – потому что мы в конфликтах работать не умеем. У нас нет навыков, у нас нет инструментов решения конфликтов. Поэтому мы ведем себя рефлекторно. На самом деле, правильно проработанный конфликт позволяет выйти на новый уровень отношений. Новый уровень не означает, что отношения будут лучше. Новый уровень означает, что отношения будут конструктивнее. Дело в том, чтобы начать разбираться в такой непростой теме, как конфликты, можно взять за основу теорию трансактного анализа Эрика Бернса. Что выявил Бернс? Наблюдая за людьми, он заметил, что в разных ситуациях люди ведут себя по-разному. Это вроде бы очевидно, но Бернс обобщил эти наблюдения и сделал вывод, что человек ведет себя таким образом, как будто внутри него есть несколько других людей. И Бернс назвал это субличностями. То есть личность – это мы, а внутри нас еще есть несколько субличностей. Какие субличности бывают? Сначала Бернс выявил детскую субличность. Какие типы детского поведения бывают? Первый тип – это капризный ребенок. Второй тип – послушный ребенок. Третий тип – естественный ребенок. Второй тип субличности – это родительская субличность. Родительских субличностей две – это заботливый родитель и критический родитель. Существует еще одна субличность – это взрослый. Какой из всего этого можно сделать вывод? Оказывается, что взаимодействуя с другими людьми, человек обращается к другому человеку, исходя из какой-то субличности. Дело в том, что обращаясь к другому человеку из какой-то субличности, мы тоже ожидаем от другого человека, что тот тоже начнет себя вести, исходя из какой-то субличности. Что при этом происходит? Эти ожидания либо оправдываются, то есть то, что предлагаем мы другому человеку, полностью соответствует его каким-то нормам и установкам. То есть то, что хотим мы и человек, в данном примере совпало. Таким образом происходит бесконфликтная коммуникация, или по Бернсу трансакция. Это если совпадает. Но что происходит, если не совпадает? Если мы своим поведением предлагаем другому человеку занять какую-то субличностную позицию, а он эту позицию занимать не хочет, потому что она для него дискомфортна, но занимает, как бы подчиняясь нам, то такая коммуникация называется манипуляцией. Получается, что мы человека загоняем в позицию, которая для него является неприемлемой, но по каким-то соображениям он принимает решение не протестовать. Но если человек не занимает ту позицию, которая его не устраивает, и обращается к оппоненту из другой субличности, в этом случае возникает конфликт. Что тут важно понимать? Не бывает хорошей или плохой субличности. Та или иная субличность, уместно примененная, позволяет решить проблему, и неуместно примененная вызывает конфликт. Какой тут можно сделать вывод? Конфликт всегда жестче, чем выше разница по вертикали. Другими словами, если критический родитель хочет увидеть подчиняющегося ребенка, но видит другого ребенка, то конфликт будет не столь сильным. Но если он увидит такого же критического родителя, то схватка будет жестокой. Кто обычно представляет трудности? Обычно трудности представляет такой партнер, который намерен нас загнать в субличность, далекую от наших реальных ожиданий. То есть, чем дальше партнер от наших реальных ожиданий, тем нам труднее с ним вести переговоры, потому что большая разница между реальным и ожидаемым, в результате чего возникает вероятность конфликта. Как научиться определять доминирующий тип поведения нашего партнера по переговорам? Для того, чтобы в жестких переговорах действовать конструктивно, надо работать левым полушарием, потому что действие правого полушария – это всегда рефлекс, либо уход от опасности, либо нападение. Поскольку конфликты разворачиваются автоматически, то правое полушарие начинает на эту ситуацию реагировать. И если та субличность, которую нам предложили занять, нас не устраивает, то правое полушарие воспринимает это как атаку. Что с этим делать? Отказаться от рефлекторной реакции. Для того, чтобы работать в жестких переговорах, чтобы конструктивно разруливать конфликты, надо работать левым полушарием, а именно выбирать правильную модель поведения. То есть в соответствии с нашим планом, как мы собираемся переговоры вести, менять свои субличности. Что общего есть у детских субличностей? Это эмоциональность, безответственность, непредсказуемость, импульсивность.
Детская субличность эгоистична. Она всегда нацелена на удовлетворение только своих потребностей. Что объединяет все детские субличности? Это отсутствие логики. Как опознать родителя? Родительская позиция всегда сверху. Родитель всем пытается навязать свою позицию. Что есть общего у субличности родителя? Он учит, оценивает, осуждает, все знает, со всех требует, всех строит. Что есть общего между субличностью родителя и ребенка? Если ребенок не держит слова по той причине, что плевал он на все нормы, то родитель не держит слова по причине того, что считает себя выше других. А если он себя так считает, то он хозяин своих слов. То есть сам даю, сам беру. Как распознать взрослого? Взрослый ярко себя не проявляет и часто имеет репутацию зануды. Взрослый задает вопросы, запрашивает факты. Он опирается исключительно на логику. Взрослый не спешит выносить суждения, и вследствие чего является достаточно неудобным, и у всех остальных субличностей часто вызывает раздражение. В чем особенность поведения позиции взрослого? Взрослый никогда не позволит себе кого-то строить. Взрослый может что-то предлагать или советоваться, но никогда не будет навязывать. Родитель же всегда пытается что-то навязать в мягкой или жесткой форме. Он старается зайти на вашу территорию и вас там построить. Взрослый же никогда не заходит на чужую территорию. Он доходит ровно до границы, ровно до своей зоны ответственности. Какой тут можно сделать вывод? Вести эффективные переговоры, которые могут дать реальный прогресс, целесообразно вести с позиции взрослого. Потому что когда ведут переговоры два взрослых, это самая бесконфликтная ситуация. Они оперируют фактами, лишены стереотипов, лишены эмоций. Именно по той причине, что эта позиция взрослого предполагает ответственность, часто эта позиция является самой неудобной для всех остальных субличностей. И взрослый – неудобная позиция для большинства. Как конфликтные ситуации можно разруливать? Существует три формы взаимодействия. Это мягкая, средняя и жесткая. В чем заключается мягкая форма взаимодействия? Она предполагает то, что мы показываем человеку ту субличность, которую он ожидает от нас увидеть. Что это значит? Мы сначала показываем то, что хочет от нас увидеть партнер по переговорам, исходя из той субличности, которую он ожидает увидеть, а обратную связь ему отдаем на уровне взрослого. Проблема заключается в том, что если человек себя считает родителем, то нас он будет считать ребенком. Поэтому, если вы позволяете, чтобы с вами вели переговоры из родительской позиции, то можно приготовиться к тому, что договоренности соблюдаться не будут. Обещания будут нарушаться. Человек будет вести с нами какие-то социальные ритуальные диалоги, которые не значит не будут ничего. В чем опасность того, если мы будем совершать подстройку, исходя из позиции послушного ребенка? Переговоры, скорее всего, пройдут бесконфликтно, но и бессодержательно. Поэтому крайне важно, чтобы собеседник начал с нами разговор как со взрослым. Потому что, разговаривая со взрослым, человек более взвешенно относится к своим словам, отдает ценность словам, не болтает о пустом. Но собеседника в позицию взрослого надо еще суметь затащить. Как это делается? Задача установить с человеком контакт, то есть добиться такого эффекта сцепки, после чего этот контакт перевести в позицию взрослого. Идея заключается в том, что партнер тоже заинтересован от переговоров получить какой-то результат. А раз партнер заинтересован, то на чем строится наш хитрый стратегический расчет? Он обращается к нам с позиции родителя. Мы показываем ему позицию ребенка. От такого контакта человек начинает получать удовольствие. Соответственно, он увидел то, что хотел. Какая у нас есть надежда? Желая сохранить контакт, который возник, наш партнер может последовать за нами. То есть он увидел, что хотел, появилось удовлетворение от контакта. Мы начинаем говорить на взрослом уровне, вследствие чего возникает некоторый дискомфорт. И чтобы этот дискомфорт убрать, наш партнер может последовать за нами на взрослый уровень, где мы продолжим на личностном уровне общаться конструктивно. В чем кроется опасность такой подстройки? В противовес этой стратегии, стремясь обеспечить человеку полный комфорт на субличностном уровне, может привести к тому, что человеку будет хорошо, но сделки не будет. Потому что глупо надеяться на то, что родитель будет заключать сделку с ребенком. Но как в человеке вызвать взрослого? Взрослый легче всего вызывается при обсуждении каких-то фактов. Дело в том, что когда люди разговаривают о фактах, о цифрах, о сроках, то есть об информации. А информация – это фундамент позиции взрослого. Это разговор двух аналитиков. Поэтому, опираясь на информацию, появляется возможность вызвать в человеке взрослого. Исходя из этого, укрепить удовольствие от общения. Потому что, когда общаются две адекватные субличности, им нравится общаться. Они разговаривают на одной волне. Поэтому у нас появляется надежда, что человеку это может понравиться. В чем заключается среднее взаимодействие? Среднее взаимодействие заключается в том, что мы сразу начинаем работать на уровне взрослого. В чем плюсы такого подхода?
Плюс заключается в том, что эта позиция изначально от нас не требует никакой подстройки и не подкармливает у собеседника желание оставаться в предыдущей позиции. Нейтральная позиция более давящая. Единственное, что от нас требуется, это оставаться на своем межличностном уровне, сохраняя свою модель поведения. То есть, не подстраиваясь и не конфликтуя, оставаться в субличности взрослого, как бы своего оппонента центруя. И, наконец, жесткое взаимодействие. В чем заключается жесткий подход? Мы на старте показываем оппоненту совсем не то, что он хочет увидеть. То есть, если ребенок хочет увидеть заботливого родителя, мы ему показываем критического. Если же родитель хочет увидеть ребенка, то мы ему показываем такого же родителя. Фактически мы работаем на открытой конфронтации. Мы показываем человеку сразу, что такие штучки с нами не пройдут. Давайте-ка разговаривать по существу. В чем заключается цель жесткого взаимодействия? Задача выбить программу. Мягкий подход можно сравнить с айкидо. Когда человек пытается на нас навалиться, мы принимаем его предложение, а потом эту ситуацию меняем. Среднее взаимодействие – это, скорее всего, как сумо. Когда мы, никуда не подстраиваясь, стоим на своей позиции, как скала. Жесткое взаимодействие напоминает, скорее всего, тайский бокс. Когда оппонент нас атакует, а мы ему лупим встречный, где цель выбить программу. Что тут важно понимать? Даже не читая трудов Бёрнса, наше правое полушарие все эти штучки прекрасно знает. Но в чем заключается проблема правого полушария? Оно их знает, распознает и реагирует автоматически. Причем эта автоматика зачастую не ведет человека туда, куда ему надо. Каждый человек в течение своей жизни приобретает какой-то джентльменский набор социальных техник, которые позволяют ему прийти к какому-то успеху. К успеху, который позволяет ему получить какой-то ресурс. Мы же не ведем переговоры с бомжами на вокзале. Мы ведем переговоры с людьми, которые обладают каким-то ресурсом. Исходя из этого, идя по жизни, человек неосознанно закрепляет какие-то шаблоны поведения, которые позволяют ему большинство типичных ситуаций разруливать. Поэтому цель жесткого взаимодействия – это выбить шаблон. Что получается? Если шаблон был сломан, то человек на какое-то время становится без шаблона. В этом смысле его сознание становится открыто для выработки чего-то нового. Поскольку все фильтры, все боевые настройки у человека были сломаны, то он оказывается не то чтобы беззащитен, он становится готов к диалогу, к тому, чтобы начать что-то вырабатывать. Потому что до этого, используя шаблоны, человек сознанием не пользовался. Поэтому в результате пережигания программы его правое полушарие как бы становится парализованным. И начинает включаться левое полушарие. То есть человек начинает включать сознание, он начинает думать. Какие плюсы жесткого подхода? Плюсов немного. Это быстрое пережигание программы. Жесткий подход хорошо работает в ситуациях острого конфликта. Когда партнер по переговорам устраивает беспредел. Когда все слишком далеко зашло, то жесткий подход позволяет эту ситуацию сломать. Минус этого подхода в том, что если мы человеку его программу сожгли, то человек это может оскорбить или испугать. И тем самым мы можем спровоцировать нашего партнера на такую резкую взрывную эскалацию конфликта. Почему конфликты разворачиваются? Конфликты – это всегда результат неосознанной реакции. То есть против нас что-то применили, и пошел рефлекс. Человек не осознает, что происходит. А когда он этого не осознает, требуется эмоция. Человек чувствует опасность, вырабатывается адреналин. В итоге он вынужден производить какие-то действия. Иначе, если он активно действовать не начнет, то этот адреналин его просто порвет. Поэтому, если мы не воспринимаем конфликт как сигнал опасности, а воспринимаем его как интересную шахматную партию, мы лишаем наш организм доли веществ, которые вызывают взрывную реакцию, в результате чего можем продолжать работать с холодной головой. В каком случае целесообразно применять жесткий подход? Существует такое понятие, как чувство собственного достоинства, про которое желательно не забывать. Бывает, ситуация складывается таким образом, что партнер ведет себя за гранью допустимого. Его поведение является оскорбительным. Он ведет себя так, что это нарушает все этические нормы. На Востоке есть такое понятие, как не потерять лицо. Именно в такой ситуации, чтобы вас не загнали под плинтус, переговоры можно начинать сразу с жесткой позиции. Но лучший способ образумить деструктивного партнера – это тактика нейтральная. В данном случае она дает больший эффект. Как это работает? Если агрессор нас атакует, то какую реакцию он ждет? Он ожидает, что мы либо испугаемся, либо атакуем в ответ. Если мы испугались, то он своей цели достиг. А если выходим на открытый конфликт, то он его не боится. Потому что тот, кто использует агрессивную тактику, как правило, не боится ответной агрессивной реакции. Он себя в ней чувствует уверенно. Наиболее эффективно сохранять нейтральный подход. Тем самым появляется возможность ситуацию удерживать. Мы демонстрируем партнеру свою силу, потому что сила находится в спокойствии. Дело в том, что не демонстрация силы,
а наличие внутренней силы является таким сдерживающим, отрезвляющим фактором для любителей поконфликтовать. Потому что такой реакции, как нейтральная, у человека в рефлексах не предусмотрено. Например, вы игнорируете личностный фактор и продолжаете говорить по существу вопроса. Вы игнорируете форму обращения к вам и обращаете внимание исключительно на содержание. Вы держите нейтральную позицию на уровне взрослого. Такой подход действует на оппонента отрезвляюще, потому что такого поведения у него в рефлексах, в подкорке не прописано. Если вы сорвались, то вы проявили слабость, то есть вы показали, что вас это зацепило, а сила кроется в безразличии. Поэтому, игнорируя такие деструктивные выпады оппонента, вы показываете реальную силу. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать вам как можно меньше жести в переговорах, а также личностного и профессионального роста. И пусть ваши результаты всегда превосходят ваши ожидания. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока!